Так, раз мы заговорили про охранников и вспомнили Росгвардию, давайте поговорим об оружии. Очевидно для всех, что оружие в России сейчас станет и стало уже намного больше, чем раньше. Поэтому дальше я буду говорить о своем опыте закона использования оружия. Вы решайте для себя сами. Я считаю, что, конечно, сейчас в России будет все менее безопасно жить по причине того, что проконтролировать то количество оружия, которое попадает сейчас в Россию, не представляется возможным. Прежде всего, огнестрельного оружия. Вы, наверное, и сами это понимаете. Подпишитесь на меня, поставьте лайк, напишите комментарий. Как вы думаете, что будет дальше с законом об оружии, вообще с оборотом гражданского оружия? И хотели бы вы или нет сами владеть каким-то оружием? Есть закон об оружии. То оружие, которым вы, скорее всего, владели или владеете, это перцовый баллончик. Да, перцовый баллончик это тоже оружие. И с моей точки зрения, это самое эффективное оружие самообороны в принципе для граждан. Почему? Потому что я владел несколько лет, несколько раз разными типами электрошокеров. Применял их против выпивших людей. Применял его против напавшего на меня в моей квартире соседа. В том числе с использованием стреляющего картриджа. И это было очень неэффективно. Останавливающий эффект нулевой. То есть для пыток, наверное, электрошокер хорош. Но с точки зрения какой-то неожиданной потасовки, использовать электрошокер, по крайней мере в гражданском исполнении, бессмысленно. Если бы у меня был тейзер, как у американцев, чтобы стрелял электродами, пробивал одежду, это другое дело. Но таких тейзеров в гражданском обороте в России нет. Электрошокер никогда не покупайте и не надейтесь на него. Он вам не поможет. Использовал я его против людей. Нет останавливающего эффекта. Через одежду, особенно зимнюю одежду, вы сами понимаете, эти электродики не пробьют. А вот что я испытывал и удачно испытывал, это баллон струйный или пенный с перцем. Отлично работает. Аэрозоль хуже, потому что на вас может попасть. Берите большой 100 мл и больше баллон струйный или пенный и лейте в глаза. От души лейте. Стольких людей, скольких я залил пеной, ни один не побежал снимать повреждения, хотя все угрожали меня посадить. Никто не потерял зрение. Самое важное, что когда вы человеку заливаете глаза, он физически не может вас видеть, и атака тут же прекращается. То, что вам надо. Дальше вы собираетесь и убегаете. Когда сосед-наркоман напал на меня в моей квартире, ломал мне моей дверью об дверную коробку мою ногу, я в него выстрелил из шокера, попал, но не остановил, не прекратил он эти действия. Когда я его залил пеной, он тут же убежал. И потом его вневедомственная охрана или полиция, кто-то по характерному красному лицу и движениям по смыванию пены нашли на улице. Еще есть травматическое оружие, или как оно называется, огнестрельное оружие нелетального действия. Поскольку это огнестрельное оружие, к нему применяются все те жесткие ограничения, которые есть в законе об оружии и в других нормативных актах. И там есть ограничения. Например, к вам совершенно по-другому будут относиться, если вы будете стрелять в женщину с признаками беременности из травмата. И потом докажите, что вы не видели за одеждой, что у нее там, допустим, 4-й месяц беременности или 3-й. И вы думали, просто она толстая.
Вот. Плюс баллон перцовый, струйный, не оставляет гильз. Если вы стреляете из травмата, то копия, допустим, беретты, популярной в России Grand Power, отстреливает гильзу, и вы вряд ли будете ее искать и уносить с собой, эту гильзу. Если вы пользуетесь револьвером или чем-то подобным АССЕ, то имейте в виду, что у револьвера, как правило, меньше останавливающая силу конструкции. С другой стороны, ну давайте так, на вас нападают несколько человек, вы выхватываете осу, стреляете, попадаете кому-то из них, ну то есть нападают, но еще не ударили или ударили, но не убили, вы еще в состоянии действовать, адекватно воспринимать реальность. Вы выхватываете осу и 2 выстрелами попадаете 2 людям в шею. И, допустим, ломаете им шейные позвонки или грудную клетку. У них средний или тяжкий вред здоровью, у вас ушиб, царапина. Вы сразу получите себе статью о превышении допустимых мер самообороны. Поэтому я свою осу продал. Потому что понял, что в ситуации, когда на тебя нападают, я не смогу, не профессионал, не смогу соразмерить и выстрелить так, чтобы понять, какой я ущерб нанесу тому, кто на меня нападает, чтобы он был адекватен тому вреду, который мне нанесен. Второе. Если у вас револьвер или там Grand Power, ну, остановить человека несколькими выстрелами в грудь в зимней одежде вряд ли вы сможете. За счет просто недостаточной кинетической энергии. Скорее вы наоборот человека разозлите. Будете стрелять в голову, попадете в глаз, убьете. Попадете в лицо, сделайте инвалидом. Вам статья. Еще момент, связанный именно с травматическим оружием. С учетом того, что сейчас с территории Российско-Украинского фронта попало неизвестно какое, но значительное количество разного рода огнестрела, прежде всего удобных к провозу пистолетов, я думаю, что и автоматы попривозили, и гранат попривозили. Представляете, на вас нападает пьяный или под действием наркотиков участник СВО. Вы вытаскиваете из кармана пистолет, допустим, тот же Grand Power, заряженный резиновыми пулями, а он вытаскивает из кармана украденный на войне Макаров или Стечкин. Все. У него боевые, и он в неадеквате. А у вас резинострел, и вы пытаетесь соразмерить и не убить этого человека. А он привык убивать. Если же вы в тот момент, поскольку вы первые, по идее, должны реагировать, предусмотреть конфликт. Если вы в тот момент, когда понимаете, что конфликт неизбежен, заливаете его лицо струйным или пенным баллоном, так что он физически не может видеть. Если он даже вытащит из кармана боевой пистолет, ну будет он палить где-то в направлении, где помнит вы находились. А вы же, естественно, как разумный человек, залив кого-то из баллона, просто удаляетесь от этого места в противоположное направление зигзагами, чтобы по вам ничего не прилетело. Надеюсь, вы разумный человек. Поэтому хорошо выстрелите, сядете за превышение мер самообороны. Плохо выстрелите, получите в ответ свинцовую пулю. А баллон просто лишает физически одного органа чувства, то есть залитых глаз. Не видел никогда человека, чтобы ему заливали глаза, он продолжал, допустим, идти в атаку. Не видит просто. Он бежать-то может, куда он думал, он бежит. Вы-то, надеюсь, отойдете в сторону. Поэтому хорошо использовать именно струйный баллон или пенный. Он тоже струю брызгает, но прям
скажем так, еще и лучше распыляется, как пена на лице получается. Аэрозоль хуже, потому что если ветерок дует, может на вас попасть. Вот. Но лучше иметь 3 баллончика, 1 в машине, 1 дома, 1 в кармане, чем не иметь ничего. Покупайте баллончики, их свободно продают 18-летним. Несколько штук, побольше объемом. Не жалейте его, выливайте, будет вам счастье. Помните, что по закону об оружии баллончик это тоже оружие. Но это лучше, более эффективное гражданское оружие, чем резинострел. Что, если вдруг вы хотите, думаете, вот как я думал, я жил на краю леса, и ко мне лазили наркоманы, обворовывали, и вообще со стороны леса кто угодно может прийти. Я немножко опасался за свою жизнь, и, как оказалось, не безосновательно, раз мне дом сожгли. Что я сделал? Я прошел медкомиссию, то есть обычным образом поехал в центр, который оказывает такие услуги. Их много. Ни один из них не вызвал у меня положительных эмоций, ни об одном из них не скажу. Дальше. Мне нужно было получить документ о прохождении обучения на владение оружием. Я выбрал учебный центр в Дубраве, это под Краснодаром, в Адыгее, на Объездной есть такой стрелковый клуб Дубрава. И очень рад, что выбрал именно это место. Там было реальное обучение, практическое обучение. Очень хорошо прошлись по закону об оружии. Настоящий офицер, практик рассказывал, как вас будет мучить прокурор, если вы неправильно будете пользоваться оружием. И все это обучение велось по принципу: сделайте все, чтобы вам не надо было применять оружие. И я считаю, это лучший подход по использованию оружия. Сделать все, чтобы его не нужно было применять. Поэтому я абсолютно искренне рекомендую Дубраву. Не самое дешевое обучение, но самое эффективное, которое поможет вам избежать дальнейших проблем. Вы уже частично проиграли, если вам пришлось применять оружие. Вот именно эту логику нам прививали в этом учебном центре. И это правильный подход, самый правильный подход с моей стороны. Потому что, применяя оружие, вы себе сразу говорите: ну окей, я готов на дальнейшее общение с прокурором и с полицией. Кстати, баллончик это, наверное, тот вид оружия, который вам, скорее всего, удастся скрыть, что вы его применяли, если вы сами не захотите. Нож, какие бы то ни было ножи, палки, глупость. Резиновые палки, биты, ножи, бабочки, это все бред. Это то, что у вас, скорее всего, отберут и используют против вас. Обычно нападение совершает группа лиц в неадеквате. Вряд ли вы ходите сами группа лиц в неадеквате. Отберут. Поэтому баллончик, вот что вам нужно. К сожалению, ничего другое в России недоступно. Если бы мы жили не в России, а в Соединенных Штатах, я бы, наверное, приобрел себе какой-нибудь Glock 19 для скрытого ношения. Потому что в Соединенных Штатах есть определенная культура использования огнестрельного оружия населением. И по-волчьи, с волками жить, по-волчьи выть. В Европе нет оружия, поэтому у меня и тут безопасно относительно. Кроме Барселоны, Барселона очень опасный город. А Брюссель опасный город. В других городах я безопасно себя чувствую. У меня нет необходимости использования оружия, даже баллончика. Так, значит, после того, как я отучился в Дубраве, я пошел в разрешительную систему. И там начинается свистопляска. То есть желание у сотрудников Росгвардии, которые относятся к разрешительной системе, заработать на вас. Они вам могут говорить вам,
что у вас должна быть регистрация по месту жительства, то есть то, что мы называем пропиской в паспорте. Гражданский кодекс говорит о том, что регистрация по месту жительства, местом жительства, вернее, признается то место, где вы преимущественно проживаете на территории Российской Федерации. У меня в Горячем Ключе было единственное жилое помещение, где я жил, и никакого другого жилья у меня в России не было. Я был там зарегистрирован по месту пребывания, такой вот белый листик, на 3 года. То есть это и было мое место жительства. У меня не было в паспорте штампа до определенного момента, но мое место жительства было в Горячем Ключе, единственное. Закон об оружии говорит о том, что оружие выдается по месту жительства. И мне разрешили завладеть легально помповым ружьем по месту пребывания. То есть у меня был белый листик этот от миграционной службы. Прописки в паспорте не было, я владел резинострелами и помповым ружьем. Сейф должен быть определенного типа, в определенном месте, прикрепленный к стене. Раньше участковый мог ходить и проверять, и Росгвардия могла ходить и проверять. Сейчас издан новый регламент проведения проверок. Теперь только Росгвардия ходит и проверяет. Участковые и полиция, у них теперь права ограничены. Вам, может быть, придется общаться с полицией, но только при посредничестве Росгвардии, когда вы, допустим, свое оружие будете отдавать на временное хранение в комнату хранения оружия. Ну, как обычно, комната хранения оружия. Раньше это же была одна структура. Разрешительная система была в структуре МВД. Сейчас ее отдали в Росгвардию. И раньше, ну и сейчас у Росгвардии нет своих этих отдельных комнат, поэтому в полиции я сдавал свое оружие и получал его. Основная проблема, что оружейника, то есть сотрудника полиции, сложно поймать. Но в принципе он не может вам отказать, не отдать оружие, потому что у них есть некие договоренности с Росгвардией. Могут просто немножко нервы потрепать, в плане приходить завтра, когда мне удобно, а не тебе удобно. Но это обычная бюрократия в России. Так, что еще? Избежать можно и достаточно легко жалобами в Росгвардию. Все. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки.